Приветствую, друзья! Вы знаете, что я сторонник завершения войны, и я за сохранение человеческих жизней, человеческого ресурса наших людей, вместо того, чтобы любым путем пытаться, военным путем, я имею в виду прямо сейчас, забрать территорию. Понятное дело, многим людям это не нравится, я нарываюсь на хейт, на разные дурацкие обвинения, но, повторяю, мне это все равно. Я сейчас вам хочу вашему вниманию представить, как на этот вопрос ответил искусственный интеллект ChatGPT. То есть, смотрите, это искусственный интеллект, давайте грубо говорить, это компьютер, это машина, это человек без симпатий, без никакой принадлежности этнической, национальной, полностью независимая точка зрения. Я вам сейчас зачитаю все по пунктам, а вы напишите в комментариях, согласны вы с этим или нет, и все, что вы по этому поводу думаете. А главное, это для вас способ проверить мои предложения, которые я до этого озвучивал, стоят они внимания или нет. Итак, вопрос стоял так. Как можно закончить войну между Украиной и Россией? Завершение войны между Украиной и Россией является сложной задачей, требующей участия обеих сторон и международного сообщества. Вот несколько ключевых шагов, которые могут помочь завершить этот конфликт. Идем по пунктам. Первый. Мирные переговоры. Обе стороны должны выразить готовность к мирным переговорам и сесть за стол переговоров без предварительных условий. Для этого могут быть использованы дипломатические усилия и посредничество со стороны мировых держав и международных организаций. Давайте проверять, что говорит чат и что мы видим в реальной жизни. В реальной жизни президент Зеленский заявляет, что готов к переговорам с Россией, но при условии, что Россия выведет войска из Украины. Президент Владимир Зеленский назвал единственное условие для переговоров с Россией – это полностью освобожденные от врага временно оккупированные территории. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью BBC. Отвечая на вопрос относительно финала войны, президент отметил, что Украине необходимы победы на поле боя, поскольку Киев не сядет за стол переговоров с Кремлем, кто бы ни был президентом в России, если враг останется на нашей территории. Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины. Также Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления медленнее, чем хотелось бы, но объяснил, что это не голливудский фильм. Некоторые люди считают, что это голливудский фильм и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлена жизнь людей. Мы все взрослые люди. Украина в сложной ситуации. И я вам говорил, и это не то, чтобы я этого хочу. Я этого всего хотел бы совсем по-другому. Я вообще не хотел бы войны. Но мы должны с вами исходить из реалий. Если мы хотим что-то изменить и здраво смотреть, как здравый смысл применить сюда, и здраво смотреть на вещи без фантасмагории, без пропаганды, контрпропаганды. Четко сказано, без предварительных условий. Зеленский эти условия невыполнимые ставит. Это позволит вам теперь сопоставлять. Будет мир, не будет мира, кто хочет мира, от кого мир зависит, от кого мир не зависит. Просто факты от искусственного интеллекта. Идем дальше. Второй пункт. Перемирие, прекращение огня. Первоочередной задачей является достижение соглашения о прекращении огня и установлении долгосрочного перемирия, чтобы предотвратить дополнительные потери среди гражданских лиц и военнослужащих. Абсолютно очевидный и понятный факт. Режим тишины. А вот третий пункт, внимательно слушайте. Отвод вооружений и разоружение. Договоренности о постепенном отводе вооружений и разоружении конфликтующих сторон могут уменьшить риски обострения ситуации. Только третий пункт, речь идет об отводе войск и разоружении. Сначала было слово, и сначала нужно общаться, разговаривать, если действительно стоит задача, мирные переговоры и в конечном итоге мир. Четвертое. Политическое урегулирование. Страны могут приступить к политическим переговорам, чтобы найти устойчивое политическое решение, учитывающее интересы всех этнических и культурных групп в Украине. Тоже довольно-таки понятный, трезвый, очевидный пункт. Пятый пункт. Мониторинг и миротворческие силы. Размещение миротворческих миссий и независимых наблюдателей для контроля за соблюдением соглашений и стабилизации обстановки. То есть ООН, ОБСЕ, НАТО, США, Британия. Тоже довольно-таки все понятно. Шестой пункт. Поддержка международного сообщества. Мировые державы и международные организации могут оказывать давление на стороны конфликта и предоставлять гуманитарную экономическую помощь для восстановления пострадавших регионов. Это уже более поздний пункт. Он как бы годится и понятен только тогда, когда предыдущие 5 выполнены. Еще раз вам повторяю. Это для вас маркер. Вот эти пункты. Понимание, кто хочет мира, кто не хочет.
куда и как оно все идет, вы с помощью этих пунктов сможете самостоятельно анализировать ситуацию верно. И последний, 7-й пункт. Долгосрочные реформы. Украина может провести политические, экономические, социальные реформы для укрепления стабильности и доверия внутри страны. Пока этим не пахнет, это действительно, ну видите, искусственный интеллект есть искусственный интеллект. Все правильно, это самый последний, 7-й пункт. И дальше ремарка. Важно помнить, что заключение мира в таком конфликте – это сложный многогранный процесс, и успех зависит от готовности обеих сторон сотрудничать и искать компромиссы. Международное сообщество также играет важную роль в содействии мировому урегулированию конфликта. У меня только в международном сообществе сомнения в плане корпораций, хотят ли они действительно и по-настоящему мира. Пока из всего, что я вижу, читаю, слышу, анализирую, это очень для меня под большим вопросом. Но, как вы видите, везде оперируется, искусственный интеллект оперирует какими словами? Компромисс, отсутствие предварительных условий. С точки зрения ультиматумов, с точки зрения каких-то условий, тем более, когда мы, к сожалению, повторяю, к моему личному сожалению, вынужден разговаривать с Путиным не с позиции силы, пока он разговаривает с позиции силы, поскольку у него больше населения, больше денег, и они свои, огромная армия, больше вооружений, самое главное ядерное оружие, мы не можем вести переговоры с позиции силы. То есть, когда нам говорят, что этого не будет, я вам как бы интерпретацию свою даю, значит мира никакого никто не хочет, мира не ждите, не питайте ложных иллюзий, ложных надежд. И всегда, когда у вас будут сомнения, вы всегда можете вернуться к пункту 1, прочитать его и еще раз для себя отметить, что это не я говорю, не кто-то там где-то говорит, хороший, плохой, нравится, не нравится. Это искусственный интеллект, которому нельзя применять понятие нравится, не нравится, объективен или не объективен. Это компьютер, который проанализировал информацию, выдал рецепт. Наверняка на основании исторических данных. Очень интересно это читать на фоне того, что Зеленский в Нью-Йорке, в ООН. И мы с вами ждем какого-то продвижения, света в конце туннеля. На самом деле идут разговоры о войне. И вот это вот видео, я считаю, которое я сейчас вам снял и показал, это очень в тему. Это что-то новое, и это для вас будет почва для размышлений. Главное, вы всегда можете это видео взять и отправить другу, там, родственнику, оппоненту, который вам пытается дать какие-то другие аргументы. В конце концов, нужно понимать, хотим мира или хотим войны. Что будет, если будет долгая война, и что будет, если будет скоро мир. Это самое главное. Моя точка зрения основывается на том, что нужно исходить из реалий. Они нам не нравятся, но другого выхода нету. Если смотреть на вещи не здраво, а придумать себе что-то, жить в придуманной истории, это всегда плохо заканчивается. Мы с самого распада Союза жили иллюзиями, которыми нас подпитывали вот эти вот никчемные политики. Кравчук нам рассказывал, что через там сколько, 5 или 10 лет Украина будет на уровне экономики Франции. Ничего этого не произошло. Самая нищая страна Европы, самая коррумпированная, теперь уже еще и с войной. Поэтому это холодный душ, вот то, что сказал этот искусственный интеллект, это холодный душ, прекрасная почва для анализа. Я жду ваши комментарии, вашу точку зрения, согласны, не согласны, аргументы, контраргументы. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и колокольчик. Подписка очень важна, напоминаю. Спасибо, пока.